Уже 2 выпуска мы с вами готовимся к путешествию в Мальдивскую республику. Сначала определили, какие типы отдыха доступны на Мальдивах. Затем выбирали подходящие атоллы и сезоны для путешествия. Надеюсь, я заслужила ваши лайки и подписки. И вот, наконец, Верушка-путешественница вместе с вами отправляется на Мальдивы. В этом выпуске приземлимся в аэропорту имени Ибрагима Насира, погуляем по столице страны, городу Мали, и уже отправимся отдыхать на райские острова Мальдивского архипелага. Кто вы такая? Как кто? Я талант. Самолеток. Изобретательница и путешественница. На протяжении 2 выпусков мы с вами выбирали, как, где и когда отдыхать на Мальдивах. Осталось придумать, как же добраться до заветных атоллов. Пользуясь услугами агрегаторов авиабилетов, не забывайте, что вы все равно покупаете билеты у компаний-перекупщиков. И перед совершением сделки потратьте пару минут. Проверьте отзывы о компании, у которой приобретаете билеты. Сейчас возросли риски недобросовестных компаний, и никакой сайт-агрегатор не сможет вас от них уберечь или защитить. Я не знаю, насколько долго продлится это правило, но за 48 часов до перелета необходимо зайти на специальный ресурс, который создало Мальдивское министерство здравоохранения, и заполнить очень нехитрые данные: номер паспорта, фотографию, даты приезда и выезда из Мальдив. При заполнении всех данных создается QR-код. С помощью принт-скрина нужно сохранить это изображение, и его могут потребовать предъявить в момент прохода через паспортный контроль и при посадке на самолет. Лететь на Мальдивы проще всего прямым рейсом Аэрофлота, а рациональнее через ближневосточные арабские столицы – Дубай, Доха, Манама. По качеству самолетов, сервиса и питания, конечно, Qatar Airlines, Etihad и Emirates беспримерно выше, чем наш выбор. Но Falcon Airlines, государственная компания Королевства Бахрейн, предложила более доступные билеты. В Манаме, столице Бахрейна, мы гулять не решились, в отличие от Дохи, столицы Катара, через которую мы летали на Бали. В небольшом, но стильном современном аэропорту столицы Бахрейна расположено несколько магазинов, 2 лаунж-зоны, несколько ресторанов и небольшой отель. Все, что нужно для транзитного пассажира. Помните, что курсы обмена валют в аэропортах очень невыгодные. Если что-то соберетесь покупать, считайте точную стоимость. И, конечно, учтите, что при получении сдачи в другой валюте вы постоянно теряете на очень невыгодном курсе. Что касается бизнес-залов аэропорта Манамы, в одну лаунж-зону вас не пустят, так как там не принимают наличные, а в другой ждать перелета вы не захотите сами в связи с ценой и необходимостью менять доллары по очень невыгодному курсу. Но в аэропорту вы и без этого сможете отлично провести 3-4 часа. Манама, в отличие от Дубая, это очень компактный, удобный аэропорт. Пересадка тут может занять меньше часа. Настолько технологичен и компактен процесс трансфера. Общего полетного времени от Москвы до Мали без ожидания в аэропортах около 9 часов. Не пропустите 2 главные достопримечательности полета. Первая – гора Арарат в Армении, которая нереалистично возвышается над облаками со своей снежной вершиной, будто картинка на открытке. А вторая уже перед самой посадкой. Тут вы как раз и поймете, что я пыталась объяснить в первом ролике. Мальдивская республика – это бескрайний Индийский океан с редкими разбросанными то тут, то там атоллами, небольшими группками островов, расположенными в хоровод вокруг древних вулканов, уже опустившихся под воду. Даже в свете только зарождающегося дня видна необычайная красота сочетания цвета воды в глубоких частях океана и надводной частью атолла с белесо-желтой поверхностью островов и редкими зелеными пучками кокосовых пальм. Наконец-то вы на месте! Наберитесь терпения! Мальдивы – мировой центр туризма,
Иногда в очереди на паспортный контроль скапливается слишком много желающих попасть на эти райские острова. А вообще аэропорт имени Ибрагима Насира больше похож на старый аэропорт в Сочи или в Симферополе. Ничего предвещающего шикарный отдых тут вы не увидите. Конечно, о месте встречи с гидом необходимо договориться заранее, но если вы условились встретиться, то, скорее всего, прямо у выхода из аэропорта. Ваш гид – мальдивианин, а это государственное правило. В туризме задействованы прежде всего местные жители. У мальдивиан есть свой язык. На нем основной народ этой страны, как, впрочем, и сам язык, называется дивехи, островитяне. Ваши главные фразы – это «до» или «инге», «да». «Аханна вара хамуде» – «мне нравится». «Аханна экамакунуде» – «мне не нравится». «Сколько стоит?» «Кихаваре». Ну и так как мы имеем дело с очень индийским народом, да еще в основном работающим с туристами, главная фраза «ма-агу-боду», что значит «это очень дорого». Приветствие на дивехи вам учить не нужно, так как это глубоко мусульманская страна, о чем вам не дадут забыть на островах с местными жителями никогда. Ведь купаться в обычных купальниках на общественных мусульманских пляжах запрещено, а мечети поют свои призывы на молитвы регулярно. Здесь привыкли здороваться обычной мусульманской фразой «Ассалам алейкум» и отвечать таким же арабским ответом «Ва алейкум ассалам». Не волнуйтесь, в этой фразе нет ничего религиозного. Это просто пожелание друг другу мира, которого так жаждали во все времена обычные люди. Если у вас нет лингвистических интересов, учить дивехи вам не обязательно. Мальдивская республика, как никакая другая страна, существует за счет туризма, поэтому ваш английский любого уровня будет достаточен для необходимого объема общения в магазинах, кафе, ресторанах, такси и так далее. Любой мальдивянин мастерски оперирует необходимым английским минимумом. Но вот к индийскому произношению, конечно, нужно привыкнуть. Я скажу даже больше. Когда речь идет о ресортах, где гораздо больше русских отдыхающих, чем на островах с местными жителями, там почти всегда найдется человек, да еще и не один, который будет с вами общаться на русском языке. Но, конечно, если это вас волнует, можете всегда спросить у ресорта заранее, есть ли там русскоговорящий обслуживающий персонал. Что еще необходимо сделать заранее, решить, порадуете ли вы себя единственным доступным познавательным видом туризма на Мальдивских островах, посещением столицы и единственного города страны – Мали. Времени много это у вас не займет, ведь несмотря на то, что здесь проживает почти 150 тысяч человек, весь Мали занимает меньше 7 квадратных километров. Вам понадобится 3-4 часа, если решите передвигаться по городу пешком. Вы увидите уникальный островной город с плотностью населения на уровне самых перенаселенных городов мира. Сможете посетить несколько интересных культурных мест, даже музей, парк, порт, общественный пляж, обзавестись дешевыми сувенирами, разными фруктами и продуктами. Не надейтесь на шопинг-туризм в Мали. Найдете в городе вы почти все, что захотите. Только вот стоить это будет намного дороже, чем даже в Москве. Если вы решили посетить столицу Мальдив, заранее на всякий случай скачайте себе на телефон мобильное приложение такси Avas Ride, а по приезду поменяйте от 50 до 100 долларов на человека, в зависимости от того, будете ли обедать и покупать сувениры на мальдивские рупии, слева от входа. Вы всегда, даже в городе, сможете расплачиваться долларами, но это будет существенно дороже. В обменном пункте не лучший курс, однако тут дадут специальный документ, по которому, при необходимости, вы сможете поменять рупии обратно на доллары. В противном случае вам не удастся это сделать. Больше менять нет необходимости. Наверняка на ресорте вы уже оплатили все заранее, если слушали мои предыдущие выпуски про путешествия на Мальдивские атоллы. Название денежной единицы руфия, как и индонезийская рупи, удивительно похоже на своего прародителя индийскую рупию. Деньги у Мальдивской республики действительно очень интересны. Во-первых, у них очень красочный, прямо туристический дизайн. Большинство денежных банкнот и монет рассказывают о морской жизни. Но кроме этого, руфии действительно приспособлены для жизни на островах.
ведь их можно мочить в воде, и от этого они ничуть не испортятся. Рядом с выходом из аэропорта есть несколько забегаловок с фастфудом и достаточно дорогой туристический магазин, а также отдельная регистрационная стойка для внутренних перелетов на гидросамолетах. На ресортах обычно есть бесплатный Wi-Fi, но если ваш отдых предполагает что-то кроме тюленевого времяпрепровождения, имеет смысл приобрести мальдивскую сим-карту. Это можно сделать недалеко от выхода из аэропорта, на площади с расставленными амфитеатром прилавками для обслуживания. Сам аэропорт расположен на острове Хулуле. К нему с одной стороны присоединен искусственный жилой остров Хулу-Мале, а с другой красивый большой новый мост соединяет аэропорт с центром столицы Мальдивских островов городом Мале. Благодаря мосту до центра города можно доехать на такси за 10 минут. Однако я все же советую воспользоваться паромом. Это будет немногим дольше, но в разы дешевле. Даже если вы решите заплатить долларами, поездка на пароме составит всего $1. Руфиями еще дешевле. Паромы ходят каждые 15 минут. Место отправления паромов прямо тут, недалеко от выхода из аэропорта, рядом с местом посадки в такси. Из парома открывается прекрасный вид на долгожданный океан, на город, на мост, на аэропорт. По пути могут попасться и дельфины. Высадят вас у длинной пристани. По левую руку от места высадки скрытая станция, откуда вы будете отправляться обратно к аэропорту. Дальше расположена огромная хай-тек мечеть короля Салмана и прекрасный мальдивский городской пляж. Он очень мило обустроен. Но, как и на других городских пляжах страны, женщинам тут нельзя купаться в купальниках. Только в мусульманском, полностью закрывающем тело купальнике буркини. Тут же можно полюбоваться на тот самый прекрасный мост, соединяющий острова Хулу-Мале и Мале, на котором выстроен огромный монумент-арка в честь дружбы мальдивского и китайского народов. Несмотря на происхождение населения, Мале больше похож не на индийский город, а на какой-нибудь юго-восточный деловой центр, типа Ханоя, так как основное средство передвижения тут не машины, а мотоциклы и скутеры. Улочки очень узкие, часто без тротуаров, а людей так много, что только и успеваешь уворачиваться от столкновения. Главные достопримечательности на самом деле находятся не слева от портового берега, а справа. Если вы сами организовывали свою поездку и ваш катер или паром отходит не от аэропорта, а из города, то тут как раз вы и найдете свое место посадки. Фактически в центре портовой линии находится городской рынок. Он располагается с двух сторон от дороги. Не думаю, что вам понадобится богатая рыбная зона, поэтому сразу перейдем к фруктам. Прежде всего, сразу покупайте себе по сочному, свежему молодому кокосу по $1.50 за штуку и попросите его раскрыть, и начинайте пить прямо тут, на месте. Как я уже говорила, кокос – уникальный продукт. Его семена не расположены отдельно, а как бы растворены в кокосовом молоке. Поэтому оно так питательно, освежающее, утоляет жажду и придает сил. Большого разнообразия фруктов на Мальдивах вы не увидите. Причину я объясняла еще в первом ролике. Мальдивы почти не имеют почву, кроме одного острова, поэтому на самом деле из местных фруктов можно выделить только кокос. И еще очень для нас экзотический пандан, еще один житель соленых Мальдивских островов. Пандан по виду что-то между ананасом и хлебным деревом. Едят его сырым, но чаще всего варят, делают из него пюре и даже порошок, чтобы потом добавлять в муку и делать разные блинчики и лепешки. Остальные фрукты привозные, но на рынке вы без труда купите и манго, и маракую, и гуаву, и папайю, и бананы. На островах, куда вы отправляетесь, все это может быть серьезным дефицитом. Из местных кулинарных изысков можно выделить вкусные кокосовые конфетки, завернутые в пергаментную бумагу, и острый перечный соус, которым мальдивианцы заправляют всю местную еду. Пройдя немного дальше, вы окажетесь на площади Республики. Это главная площадь города, где сосредоточены здания, несущие основные государственные функции, включая что-то типа Министерств внутренних дел и обороны, пенсионный фонд и даже исламский центр.
Недалеко от этой праздничной огромной площади находится вторая по значимости, очень скромная по размерам, но не менее нарядная площадь Победы. История возникновения этого монумента связана с тотальной несправедливостью, до сих пор часто встречающейся в мире, и со страшной правдой, что хорошие дела нельзя делать плохими методами. В 1988 году группа людей попыталась силой свергнуть диктатора-президента Мамуна Абдулу Гаюма, правившего к тому моменту уже 10 лет. Закончилось это жертвами среди мирного населения. Предводитель повстанцев Абдулла Лютуфи с помощью 100 вооруженных помощников быстро взял под контроль все правительственные здания, но президент успел сбежать из Мали. Он просил помощи у Шри-Ланки, Пакистана, Сингапура, потом у США и Великобритании. Все отказывали. И когда уже переворот, казалось, совершился, неожиданная помощь пришла из Индии. Они быстро освободили столицу, пленили выживших боевиков и вернули Гаюма в его президентский дворец. Кстати, тот самый президентский дворец в Мули-Эге находится совсем недалеко от площади. Зайти в него нельзя, но его яркий, почти сказочный колониальный образ можно рассмотреть из-за закрытых ворот. На самом деле это дом, который построил для своего сына султан Мухаммад Шамсуддин III в 1919 году. В течение 20 века здесь происходили разные перевороты и свержения. Достаточно сказать, что на одного только Гаюма было совершено более 3 покушений, но здание выдержало все эти страшные события. А вот напротив единственные по-настоящему старинные постройки города. Пятничная мечеть Хуруру-Миски и минарет старой мечети 17 века. Мали – столица Мальдив 12 века, с момента основания султаната. Он даже назывался островом Султана – Малидвип. И у города была крепостная стена, которая была уничтожена в 70-х годах 20 века, как раз тем самым Ибрагимом Насиром, предшественником Гаюма, в честь которого назван аэропорт. Фигура эта тоже неоднозначная. Закончил он правление бегством из страны. Однако, очевидно, его заслуги в сфере защиты интересов мальдивианцев от военных из Великобритании и торговцев из Индии и Шри-Ланки помнят до сих пор. Если вы гуляете в центре города не в пятницу или в субботу, являющимися выходными на Мальдивах, вы наверняка приметите детишек в школьных формах. К образованию тут относятся серьезно. Таких длинных каникул, как у нас, не бывает. И на каждом атолле существует хотя бы одна школа. Преподаватели ведут уроки на дивехи и на английском. Поэтому тут так хорошо говорят сразу на 2 языках. В центре государственного административного квартала расположен очень компактный, красивый и интересный Султан-парк. Ранее парк был собственностью султанов, и он примыкал одной стороной ко дворцу. Теперь это городской парк. Вход в него совершенно бесплатный. К сожалению, дворец при очередном свержении власти был взорван, но от него осталось одно крыло, где теперь располагается Национальный музей, в котором собраны объекты культурного наследия различных эпох. В основном более современные, чем вам хотелось бы увидеть, но, несмотря на это, не менее интересные. Сам парк содержит различные тропические растения. А мы уже с вами знаем, как это непросто организовать здесь, на коралловых островах Мальдивского архипелага. Честно говоря, совершенно неожиданно, после блуждания по безумным, узким, кишащим людьми и разными средствами передвижения улицам Мали, плавящимся под жарким солнцем, оказаться в этом диком, влажном, прохладном оазисе. Прямо в городе находится огромный торговый порт. Это то место, куда поступает все необходимое снабжение для жизни людей во всей стране. Ведь на Мальдивах нет никакого производства или сельского хозяйства. Вы обязательно пройдете мимо порта, если будете возвращаться пешком по набережной до места посадки на паром, идущий на ближайшие острова, или обратно в аэропорт, откуда на скоростном катере или спидбоут, или чего еще пуще гидроплане, вы отправитесь на ресорт. Желаю вам замечательного, беззаботного, запоминающегося отдыха. А я прощаюсь с вами. На этом наша серия про Мальдивскую республику заканчивается. Хотя я решила записать еще один ролик про отдых на дайвинг-сафари. Поэтому, если еще не сделали этого, обязательно подпишитесь на мой канал. А если не смотрели предыдущие выпуски, обязательно посмотрите мой плейлист про Мальдивы.
Ну и всем до новых встреч на канале Зверушка-путешественница.